Когда-то она была девушкой одного из самых влиятельных людей в индустрии. Казалось, рядом с ним у нее было все – сцена, клипы, обложки, контракты. Но за закрытыми дверями шел совсем другой сценарий. Спустя годы молчания Кэсси Вентура решилась говорить. И с этого момента рухнула империя одного из главных магнатов Голливуда. Привет, я Надин, и сегодня в видео я расскажу вам о печальной судьбе той самой, которая затем дала силу другим. Кэсси пророчили долгое будущее в музыкальной индустрии, но все закончилось, не успев начаться. Она стала марионеткой Шона Компса, который превратил девушку в собственность. Но несмотря на свою власть, однажды просчитался. И одна женщина, которой он разрушил жизнь, в ответ разрушила его. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Кассандра Элизабет Вентура с детства была окружена вниманием. Уже в 14 она начала работать моделью, а к 16 ее лицо стало привычным для местных универмагов. Она появилась в каталоге Delias, журнале Seventeen и даже засветилась в клипе Марио «Just a Friend». Все это Кэсси совмещала с учебой, и вполне успешно. В 2004-м, сразу после школы, она переехала в Нью-Йорк. Там подписала контракт с Wilhelmina Models и параллельно начала пробовать себя в музыке. Записывала демо, занималась вокалом и танцами, постепенно вникая в мир шоу-бизнеса. Переломным стал момент знакомства с продюсером Райаном Лесли. Его сразу впечатлили ее внешность и голос. Он не раз замечал Кэсси в клубах и в какой-то момент предложил записать пару треков. Так появилась песня «Kiss Me», которую Лесли показал самому Томми Мотоле. Тот увидел в Вентуре потенциал и предложил контракт. Так Кэсси и Лесли начали работу над дебютным альбомом. В 2005-м вышел ее первый сингл «Me and You», ставший настоящим хитом. В одном из клубов трек услышал Диди, связался с Лесли и предложил Кэсси контракт. Уже в феврале 2006-го она подписала соглашение с лейблом Компса на 10 альбомов. В августе того же года вышла ее дебютная пластинка «Кэсси», занявшая 4-е место в чарте Billboard 200. Кэсси отправилась в промо-тур, однако одно из первых выступлений на MTV TRL вызвало волну критики. Она выглядела зажатой и неуверенной. Зрители это почувствовали и восприняли холодно. Диди встал на ее защиту, сказав: «Вы могли услышать, как она нервничала, и меня это даже тронуло. Я понял, что в ней мне нравится. Она настоящая». Нужно понимать, успех буквально обрушился на нее, и не каждый с этим справляется. Сама Кэсси признала, что выступления вышли слабыми. Всему виной был страх сцены, который она еще не преодолела. Вскоре пошли слухи, что Диди разочаровался и расторг контракт. Однако Компс это опроверг. Работа над вторым альбомом продолжается, и его продюсируют Фаррелл Уильямс и Канье Уэст. Говорилось, что уже записано множество песен, идет активный отбор, к проекту подключились и другие авторы. Казалось, релиз не за горами. Но новая музыка так и не вышла. Кэсси выпустила трек «Is It You», который вошел в саундтрек к фильму «Шаг вперед». А далее она дебютировала как актриса, сыграв роль во второй части фильма. Казалось, ее карьера развивается. Спустя 3 года после дебютной пластинки Кэсси наконец объявила название второй – «Electra Love». В поддержку альбома вышли 3 сингла, но самого альбома так и не последовало. В 2009-м стало известно, что она подписала контракт с Interscope. Кэсси рассказывала, что записала уже более 50 песен и готовит нечто особенное. Но снова тишина. Официальная версия – она не спешит, потому что хочет выпустить что-то, что будут уважать. Новый сингл появился только в 2012-м. Позже еще один, затем участие в альбоме Ники Минаж. Но сольного альбома снова не было. Вместо него вышел микстейп. Фанаты начали задаваться вопросами. Слишком много обещаний и слишком мало результата. В 2015-м Диди заявил, что сам займется продюсированием ее второй пластинки. Вышли 2 новых трека, но альбом так и не появился. А 4 года спустя Кэсси окончательно ушла из Bad Boy Records. Выпустила еще несколько синглов, и все. Из обещанных 10 альбомов не вышел даже второй. Потому что в глазах Диди она не имела интереса как певица. Вентура стала жертвой, которая в 2023-м наконец перестала молчать. Кассандра Вентура подала иск против Шона Компса, который раскрыл миру страшные тайны их отношений. Я разобрала иск, и если верить написанному, то только за такое отношение Кэсси Диди уже можно дать немалый срок. История жестокой любви началась в 2005-м. Ей было 19, ему 37.
Компс подписал Кэсси на свой лейбл, окружил роскошью и втянул в зависимость. Пользуясь своей властью и статусом, он сформировал токсичные, манипулятивные отношения, а юная наивная Кэсси просто не понимала, во что ввязывается. Уже в первый год сотрудничества Компс начал активно вторгаться в личную жизнь Вентуры, проявляя собственническое отношение и стремясь контролировать не только ее карьеру, но и повседневность. В ноябре 2006 он пригласил Кэсси исполнить с ним сингл «Come to Me» на MTV Europe Music Awards. После репетиции Диди расхаживал в халате с бокалом в руке, демонстрируя свою богатую тусовочную жизнь. Во время подготовки к выступлению члены команды намекнули Кэсси, что он проявляет интерес. Она отмахнулась, приняв это за сплетни, и даже выразила отвращение. Его возраст и статус главы лейбла казались для девушки пугающим сочетанием. С самого начала Диди изображал себя фигурой отца и защитника. После поездки в Лас-Вегас, где Кэсси ненадолго попала в больницу, она, уже оправившись, отправилась с друзьями в клуб. Компс увидел ее и отругал, заявил, что ей нужно быть дома и заботиться о себе. Тогда Кэсси подумала, что лейбл просто заботится о ее благополучии. Но забота быстро перешла в навязчивый контроль. На вечеринке по случаю ее 21-летия Диди появился без приглашения и привел с собой знаменитых продюсеров и артистов, явно подчеркивая свое влияние. Вечеринка Вентуры прошла 8 сентября 2007 в клубе Лас-Вегаса, и Компс пригласил на нее Бритни, а также музыкального продюсера Далласа Остина. Их двоих Кэсси отметила сразу. Все это произошло за день до скандального выступления Бритни на премии MTV VMA. Она приехала в клуб, где веселилась с друзьями, стараясь сохранять приватность. Там же засветились 50 Cent и Пэрис Хилтон. И уже со слов очевидцев, не Кэсси, Компс заявил на весь клуб, что с нами мисс Бритни Спирс, что смутило поп-принцессу. И по предположениям, ей пришлось задержаться там гораздо дольше, чем она планировала. На следующий день весь мир высмеял Спирс за худшее выступление в ее карьере. Несмотря на то, что у Кэсси были отношения, а сам Компс все еще был с Ким Портер, он продолжал настойчиво добиваться ее. На той же вечеринке по случаю ее дня рождения он затащил Вентуру в ванную и поцеловал против воли. Кэсси выбежала в слезах и поделилась случившимся с подругой, но рассказать остальным боялась. Даже Райану Лесли, тому самому бойфренду, который так сильно раздражал Компса. На следующий день на MTV Video Music Awards она пришла с парнем. Диди разозлился и заявил, что приглашение на премию было только для нее. Несмотря на явные отказы, Компс продолжал настаивать на ее обществе. В одну из ночей он в агрессивной форме настоял, чтобы она поехала с ним. Кэсси согласилась, испугалась, что отказ может повредить ее карьере. Компс приехал за ней на роскошной машине, уже пьяный. В ту ночь Диди подсадил Кэсси на запрещенные препараты. Он дал ей таблетку, уверяя, что ей понравится. Затем на бешеной скорости они помчались по городу. Кэсси было страшно, но перечить она не решалась. Они приехали в дорогой лаунж в центре Манхэттена, где охрана отказалась впускать Компса, вероятно, из-за его состояния. Кэсси решила уйти. Всю ночь Диди слал ей сообщения, обвиняя в том, что она оставила его под кайфом одного. Компс всеми силами пытался сделать Кэсси своей собственностью. Дебютный альбом вышел относительно недавно, и девушка все еще была уверена, что работа с ней продолжится. А Диди тем временем устраивал фальшивые мероприятия, на которые она должна была явиться, выставляя все так, будто она инициатор. На одной из таких он заманил ее в Майами, разлучив с бойфрендом. Кэсси не хотела ехать, но боялась отказать. Просьба исходила от главы лейбла. В тот уикенд доза веществ стала выше обычного, и Кэсси провела его в состоянии сильного опьянения. Все это она делала ради карьеры, чем Диди умело пользовался. Менее чем за 2 года он полностью втянул ее в замкнутый круг, где все держалось на власти, контроле и зависимости. Его стиль управления исключал любое неповиновение. Быстро стало ясно, он требовал абсолютной покорности от всех, кто его окружал. Компс буквально покупал Кэсси. В иске она писала, что роскошь пугала ее. Диди оплачивал все – жилье, отпуска, машины, одежду, украшения. Он постоянно повторял: «Не думай о деньгах, у меня их полно». Родители Кэсси с огромной настороженностью относились ко всей этой роскоши, выставленной на показ. Каждое событие, съемка, выход в свет – все финансировал он или его компании. Компс контролировал абсолютно все.
карьеру, финансы, образ жизни, и когда у Кэсси развилась зависимость, его власть усилилась. По ее словам, вещества в его доме лежали как конфеты. Компс сам страдал от зависимости к рецептурным препаратам, и когда они заканчивались, заставлял Кэсси доставать их через своего врача. Ее жизнь перестала ей принадлежать. Диди контролировал и медицинские аспекты жизни. Его сотрудники сопровождали Кэсси на приемы, а личные медицинские отчеты отправлялись непосредственно на электронную почту Компса. То, что начиналось как сказка, вечеринки, селебрити, деньги, быстро превратилось в жестокие, пугающие отношения. О карьере речи уже не шло. Кэсси стала куклой, которая всегда должна быть рядом. Диди втянул ее и в свои криминальные дела. Вентура рассказала о случае, когда Компс отправился на стрелку с Шуг Найтом. Кэсси стала кричать и плакать, чтобы он не делал глупости. Но банда собралась, а перед этим Диди вручил Кассандре оружие и велел положить к себе в сумочку. Зачем? Она не знала, но спорить не решалась. Слишком хорошо знала, чем может закончиться непослушание. Она не хотела получить новые синяки. На протяжении всех их отношений Компс многократно поднимал руку на Кэсси. После каждого акта агрессии он использовал деньги и влияние, чтобы все скрыть. Снимал номера, где она находилась до исчезновения синяков. Один из инцидентов случился после вечеринки с Джей-Зи. Диди избил Кэсси прямо в машине, а затем вытолкнул на улицу. Она доехала домой на такси и провела там 3 дня в слезах. О какой сцене могла идти речь, если у нее буквально не осталось лица? В январе 2009-го Компс узнал, что она говорила с другим продюсером. Кэсси надеялась, что он оценит ее инициативу, но вместо этого снова последовали побои. Такие сильные, что от боли у нее началась рвота. Охранник попытался вмешаться, но ничего не смог сделать. Диди снова спрятал ее в отеле, где она провела неделю в изоляции, осознав, что никто не собирается его останавливать, даже полиция. Он был слишком влиятелен. Визажист Майла Моралес вспоминала, как увидела синяки на лице Кэсси. Она забрала ее к себе домой и держала там несколько дней. Везти Кэсси в больницу Майла не решилась. Сообщила об этом знакомому врачу, который приехал осмотреть Вентуру. Они не знали, что делать дальше, потому что так же, как и Кэсси, боялись Компса. Другой свидетель рассказал, что видел Кэсси, когда у нее была серьезная травма головы. Ее уговаривали позвонить в скорую, но она была настолько напугана, что только возражала и уверяла, что с ней все хорошо. Когда она просила разрешения уехать домой к родителям, Компс ей отказал. Мать напрямую спросила о слухах, но Кэсси соврала, боялась говорить правду. Ну а Диди заглаживал вину дорогими подарками. Он подарил ей такое количество браслетов, что у Кэсси было чувство, будто она в кандалах. Страх стал ее постоянным состоянием. Она замирала, стоило ему показать раздражение. Она больше не верила, что когда-нибудь сможет выбраться. Он не собирался делить ее с миром. Некоторые специалисты разбирали их язык тела на красных дорожках и сразу поняли, что у Компса мания собственника. На одном из медгала они вдвоем подошли к ведущему, который протянул Кэсси руку. Диди посмотрел на него с раздражением и сразу притянул девушку к себе, демонстрируя, что она его. Но самым страшным оказалось то, что в какой-то момент Кэсси пришлось исполнять не самые здоровые фантазии Компса, о которых я не смогу рассказать в деталях. Это довольно неэтичный контент. Однако, если вы хотите узнать больше, в нашем телеграме будет пост без цензуры. Также без цензуры там можно прочитать показания Кэсси, которые она официально дала в суде. Однажды Диди прямо сказал, что хочет увидеть Кэсси с другим мужчиной. У нее скрутило живот, но Компс настолько подчинил ее волю себе, что она не смогла отказать. Как сказала Кэсси, «Я любила его. Я хотела сделать его счастливым». Все началось в доме Диди в Лос-Анджелесе и быстро превратилось в регулярную практику. Вскоре Вентура уже сама под давлением организовывала эти встречи. От бронирования отелей до подбора участников. Они проходили в дорогих отелях по всей стране. Порой Компсу выставляли счета на десятки тысяч долларов за ущерб. Также бывали случаи, когда Диди оплачивал перелет работников в нужный город даже из других стран. После встреч очень часто Кэсси требовались капельницы для восстановления. Все превращалось в тщательно срежиссированное шоу с декором, светом, одеждой и камерами. И все снималось на видео. Кэсси пыталась удалять файлы, но Компс давал понять, что у него есть копии, и что он всегда напомнит ей, кто здесь главный. Она жила в страхе, Диди говорил ей прямо: «Ты не пойдешь в полицию, у тебя слишком много того, что ты можешь потерять». Для Кэсси эти ролевые игры стали работой без выбора. Она не могла сказать «нет». В 2011-м, во время одного из кризисов в их отношениях, Кэсси начала встречаться с Кидом Кади. Когда Компс узнал об этом, он пришел в ярость.
схватил штопор и бросился на девушку. Кэсси сбежала и укрылась у Кади, но вскоре один из сотрудников Диди сказал ей, что она должна с ним поговорить. Чувствуя, что у нее нет выхода, Кэсси вернулась. Диди снова напал на нее. Она уехала к родителям, где мама сфотографировала побои. Но Вентура все равно опять вернулась назад. Вскоре Компс пообещал ей взорвать машину Кади, и через некоторое время она действительно взлетела на воздух у дома артиста. Компс снова показал, на что способен, если делать вещи, которые он не одобряет. В 2014-м Кэсси появилась на публике с разбитой губой. Официально авария на квадроцикле. Но те, кто видел травмы, говорили, это были не ссадины от падения, а четкие удары. В другом случае, после очередного срыва, Компс отправил Кэсси на 3 недели на отдых на Гавайи. В ее жизни больше не было ни карьеры, ни свободы, ни выбора. Год спустя Вентура вновь рискнула поговорить с другим музыкальным менеджером. Кэсси не отпускала свою мечту продолжить музыкальную карьеру. Но Компс снова все узнал. Последствия были ужасны. По словам свидетелей, на ней не было живого места. Даже охранник и помощница Компса расплакались, увидев ее в таком состоянии. Как обычно, было организовано прикрытие, чтобы скрыть следы. На этот раз прямо в доме Диди, где находился один из его сыновей. Компс велел Кэсси замазать побои, чтобы мальчик ничего не заметил. Каждая попытка Кэсси уйти заканчивалась одинаково. Компс не позволял ей исчезнуть. Используя связи и деньги, он отправлял людей, чтобы вернуть ее назад. Даже во время съемок фильма «Лапочка 3» в Южной Африке, когда у Кэсси завязался невинный флирт с актером, Диди быстро узнал. Позвонил тому и пригрозил. Тот испуганно перезвонил Кэсси и сказал: «Тебе нужно немедленно выйти с ним на связь». Этим актером оказался Майкл Би Джордан. Его имя Кэсси раскрыла во время своих показаний. В марте 2016-го во время одной из встреч Компс снова поднял руку. Кэсси попыталась сбежать, когда он уснул, но он проснулся и погнался, бросая в нее все, что попадется под руку. Вентура забежала в лифт, уехала, но, испугавшись последствий, вернулась извиниться. Охрана отеля убедила ее уйти. Они поняли, что происходит, и отказались закрывать на это глаза. Далее Компс заплатил отелю $50 000, чтобы получить запись видеонаблюдения с теми кадрами. Но в этот день он просчитался. И здесь еще остается вера в людей. Сотрудники отеля передали копию записи Вентуре. Об этом Диди не знал. Кэсси скрылась в другом городе, но давление не прекратилось. Сообщения, звонки, угрозы – все, чтобы вернуть ее назад. Ей говорили, что без Компса у нее не выйдет ни одна песня, ни один проект. Даже его юристы звонили и вежливо требовали, что тебе будет лучше, если ты с ним свяжешься. Каждый раз, когда она пыталась уйти, вся система его власти возвращала ее назад. Он рушил все, нападал на друзей, угрожал семье, держал под строгим контролем все, что происходило на съемках. Однажды, находясь в сильном опьянении, Диди едва не выбросил подругу Вентуры с 17-го этажа. В 2018-м Кэсси наконец набралась смелости и решила, что должна окончательно порвать с Компсом. Она прекратила с ним контактировать, но спустя несколько недель Диди пригласил ее на ужин, пообещав просто попрощаться. Вентура согласилась, надеясь закрыть эту главу. После ужина он подвез ее домой и, несмотря на отказ, ворвался внутрь. Попытался ее поцеловать, но она оттолкнула. Компс взял Кэсси грубой силой. Это стало последней точкой. После этого Кэсси начала вырываться из его влияния, шаг за шагом. Прекратила посещать его мероприятия, ушла из всех проектов, связанных с ним, отказалась от подарков, контрактов и предложений. Но Компс не останавливался. Через третьих лиц продолжал пытаться вернуть ее обратно. Деньгами, обещанием, давлением. Окончательно Кэсси порвалась с Диди в 2019-м. Вернула все подарки, в том числе автомобили, и съехала из дома, оплаченного Компсом. Но спустя какое-то время кто-то слил адрес ее нового жилья. А затем Компс сам написал ей сообщение, где намекнул на iPad, полный скелетов. И снова возник страх. Но несмотря на это, она начала путь к исцелению. Кэсси пришлось буквально учиться жить заново. Она обратилась за медицинской и психологической помощью, начала восстанавливать себя и физически, и морально. В сентябре 2019-го Вентура вышла замуж за своего тренера Алекса Файна. У них 2 дочери, и вскоре ожидается 3-й ребенок. Спокойная, тихая семейная жизнь впервые позволила Кэсси ощутить настоящую безопасность. Но путь все равно был непростым. После рождения ребенка она вновь столкнулась с зависимостью, как способом заглушить воспоминания, и в какой-то момент приняла взрослое решение пройти курс реабилитации. В 2022-м Диди вышел на сцену церемонии BET Awards, чтобы получить награду за жизненные достижения. Со сцены он поблагодарил многих, включая и Кэсси.
«Хочу выразить особую благодарность и любовь тем, кто был со мной в трудные времена», — сказал он тогда. Но, глядя на факты, трудно не задаться вопросом, а насколько трудными они были именно для него. В 17 лет Кэсси молчала из-за страха, из-за угроз, из-за давления. Но в ноябре 2023-го она, наконец, заговорила. Подала иск, обвинив Шона Компса в жестоком обращении, принуждении, торговле людьми и ряде других серьезных правонарушений. В иске она требовала признания вины, компенсации и официального запрета на любые контакты с ней. Команда Диди назвала иск вымогательством, утверждая, что Кэсси якобы шантажировала его, грозя выпустить разоблачающую книгу, если он не выплатит ей $30 миллионов. Затем Вентура отказалась от своей первоначальной идеи, сменила штат юристов и пришла с иском. Но буквально на следующий день все было урегулировано, как стало известно из ее показаний, за $20 миллионов. Кэсси прокомментировала это так. «Я хотела решить этот вопрос мирным путем, на условиях, которые я могу контролировать. Спасибо моей семье, поклонникам и адвокатам за поддержку». А сторона Компса сразу уточнила, соглашение – это не признание вины. Но у публики остались вопросы. Как так? Как можно было подать такой мощный иск, рассказать о таких вещах и на следующий день все замять? История, которую изложила Кэсси, слишком конкретна, слишком пугающая. Это не то, что можно выдумать просто так. Поклонники и независимые журналисты начали собственные расследования. Несколько СМИ поддержали волну, начав копать глубже. Большинство сошлись во мнении, перед расставанием Кэсси удалось найти рычаги давления. Столько лет Компс держал ее под контролем и вдруг отпустил. Перестал преследовать, позволил завести семью. Появились слухи, что она начала сотрудничать с федеральными агентами и передала информацию, способную разрушить его империю. Была и другая версия. Кэсси сблизилась с Ким Портер, бывшей возлюбленной Диди, которая, по словам близких, также страдала от его жестокости. Возможно, они объединились и устроили нечто, что напугало Компса. Кто-то говорил, что они пытались им манипулировать, и он в привычной манере стал устранять угрозы. До сих пор мало кто верит, что Ким скончалась от пневмонии. Бывшие сотрудники, которые работали на Компса, рассказывали, что за гробом Ким была установлена круглосуточная охрана, чтобы никто не приближался к ней, не забрал, не осмотрел. Кэсси могла стать следующей, но нашла защиту, на которую Диди не смог повлиять. Скорее всего, он стал платить ей за молчание. Сначала 5 миллионов, потом 10. Далее, исходя из слов адвокатов, Вентура попросила 30. Компс отказал, Кэсси подала иск. И трудно представить, какими методами он пытался остановить дело, особенно учитывая, что у нее уже были дети. Все произошло слишком быстро и слишком тихо. Компса не арестовали, расследование толком не началось. Он продолжал жить, как ни в чем не бывало. Но было одно «но». Обычно такие дела с трудом доходят до суда. Слишком много времени прошло, доказательств мало. Но не в этот раз. Буквально сразу после подачи иска начали появляться подтверждения. Свидетели, фотографии у матери Кэсси, заявление Кида Кади, что его машину действительно подорвали. А главное, это вдохновило других жертв. Началась цепная реакция. Один иск за другим. Империя Диди начала рушиться. В мае 2024-го CNN опубликовали то самое видео, где Компс избивает Кэсси. По словам адвокатов, запись продала она сама. Он явно не ожидал, что это видео увидит кто-то еще. Но увидел весь мир. Диди выступил с извинениями, но имени Кэсси не назвал. Вероятно, из-за соглашения о неразглашении, которое они могли подписать. 5 мая 2025-го начался суд. А перед его началом миру стало известно, что жертва 1 не будет давать показания анонимно. И эта жертва – Кассандра Вентура, которая придет в суд и, лично смотря в глаза бывшему, даст показания. Компс занервничал, а его команда бросилась уничтожать улики. Главным стало уничтожение видео. Кэсси не могла подать обвинение, ссылаясь на этот ролик, так как вышел срок годности. Уголовные нападения в Калифорнии имеют срок давности 3 года. Но ее показания, подкрепленные записью, могли сильно повлиять на исход дела. В совместном письме защиты и прокуратуры утверждалось, что CNN приобрела единственную копию записи, отредактировала ее, а затем уничтожила оригинал, зная о расследовании. В показаниях техника говорилось, что видео ускорено, смонтировано, нарушена хронология, сбиты тайм-коды, целостной картины больше не было. Тем временем давление на Кэсси опять усилилось. Ей вручили повестку от юристов Диди. Они требовали банковские выписки и все черновики мемуаров, дневники, заметки, даже сообщения о планах их публикации. Кэсси обратилась к судье с просьбой отклонить это требование.
13 и 14 мая 2025 Кэсси официально дала показания в суде. На 8-м месяце беременности она набралась смелости выйти к трибуне и рассказала все то, что было изложено в ее иске. Адвокаты Компса сразу потребовали, чтобы она села, прежде чем войдут присяжные, утверждая, что ее состояние, то есть беременность, может вызвать сочувствие и повлиять на объективность слушателей. Главным моментом стало обсуждение видео, которое адвокаты Компса изо всех сил пытались изъять, но так и не смогли. А больше того, появился другой вариант, где происходящее было запечатлено с нескольких разных камер. Кэсси задали вопрос, почему она не сопротивлялась. Вентура ответила, что это только ухудшило бы происходящее. В начале отношений она пыталась давать отпор, но это лишь сильнее выводило Диди из себя. После инцидента, произошедшего на видео, Компс отправил ей сообщение «Приехали копы» и стал умолять перезвонить. Потом начал использовать своих детей, давить на жалость, надеясь, что ради них Кэсси с ним свяжется. Она не поверила и ответила «Ты болен. Пожалуйста, держись от меня подальше». В тот период в ее карьере намечался важный поворот. Она сыграла роль в фильме «Идеальная пара». Дата нападения на видео – 5 марта 2016. Спустя 2 дня Кэсси и Диди вместе появились на красной дорожке. Присяжным показали фотографии, где Кэсси была в больших солнцезащитных очках. Она объяснила, что очки были нужны, чтобы скрыть синяк. Прокуроры также продемонстрировали снимки, на которых видно синяк на ее плече и на правой голени. Охранник, дежуривший в тот день в отеле, также пришел в суд и рассказал, что Компс пытался его подкупить. Израиль Флорес явился на вызов, где ему сообщили о женщине в беде. На месте он столкнулся с Диди, который сидел в одном полотенце и пристально смотрел на него с агрессией, и Кэсси, которая забилась в угол. Флорес заслонил собой проход, пока Вентура не вышла из комнаты. Далее Компс предложил ему взятку $100 000, чтобы тот молчал об инциденте и не дал видеозаписям попасть в сеть, сказав «никому, не говори». После этого Диди вырвал телефон у коллеги Флореса, обвинив его в том, что тот записывает их разговор. Тогда охранник прижал его к стене и потребовал вернуть телефон. Что касается всех встреч и самих отношений, адвокат Компса заявила, что все происходило по обоюдному согласию, без жестокости. Она подчеркнула, что отношения длились 11 лет. Кэсси делала выбор каждый день в течение многих лет оставаться с ним, бороться за него. Потому что на тот момент это был лучший выбор. Когда она решила уйти, она сообщила ему и ушла к другому мужчине, тренеру, которого Компс нанял для нее. Кэсси, в свою очередь, рассказала о нездоровых фантазиях Компса. Иногда он мочился на нее, в другой раз попросил прыгнуть в бассейн, наполненный детским маслом. Она была в одежде, но, как обычно, не возражала, опасаясь последствий, сказав «То, чего хотел Шон, должно было тут же произойти». Также ее задачей было следить за тем, чтобы в числе наемных работников не оказалось полицейских. Один из этих работников подтвердил, что Компс действительно проявлял жестокость по отношению к Кэсси. После его слов 3 дочери Диди несколько раз покидали зал суда. Также стало известно, что Компс часто наказывал Кэсси, отбирал телефон и ноутбук, ставил круглосуточную охрану, говорил, что она останется без устройств настолько долго, насколько заслужит наказание. На вопрос, отнял ли он у нее что-то еще, Кэсси ответила уверенность в себе. Она подтвердила, что встречи фриков со временем стали для нее настоящей работой. Все, что происходило, Диди записывал и позже использовал это как инструмент шантажа. Судебный процесс планируют завершить за 8 недель, но может потребоваться и больше времени. Компс отказался признавать себя виновным, и если все пункты обвинения будут доказаны, ему может грозить пожизненное заключение. Вся эта история оказалась не только о власти, деньгах и жестокости. Это история о страхе, который, наконец, сменился голосом. Голосом Кэсси, которая десятилетия молчала, но однажды решила, что больше не будет. Слишком долго Диди был недосягаем, слишком долго считал себя королем, слишком долго все сходило ему с рук. Но, похоже, эта эра закончилась. Один иск за другим, один голос и десятки, кто, наконец, осмелился говорить. Да, Компс будет бороться, но в этот раз не за бизнес, не за славу, а за свободу, которая, вероятно, ему не светит. Потому что теперь на другой стороне не просто бывшая девушка, там женщина, мать, свидетель. И целая волна, которая уже не остановится. И пусть это только начало, но это уже перемена, что, несмотря на свое влияние, перед массой падет даже великий. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца, делитесь в комментариях своим мнением, ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.